Моса, привет. Приветствую. Мы с тобой разговаривали 11 месяцев назад, это было здесь же, в Майами, и ты тогда готовился к Аарону Пика. Да. Тот бой в итоге не случился, в публичном пространстве ты почти не появлялся. Да. Как прошли эти 11 месяцев, что нового? Ну, в прошлый раз, когда мы увиделись, я готовился на Пика на другой турнир. У нас должен был быть в мае турнир. После этого я поэтому и готовился в Америке. После этого они как-то, не знаю, перенесли его на июнь, или июль это был уже. И я уже принял решение поехать в Таиланд, на одно из моих не самых правильных решений, чтобы доготовиться там. И вот случилось то, что случилось, подцепил какую-то инфекцию, и вот после этого очень долго лечился, ну вот восстанавливался, 3,5 месяца, даже вообще не тренировался. И вот, в принципе, восстановился, попросил бой UFC, и с октября уже, считай, жду, и наконец уже на финишной прямой, как говорится. Осталось вот эту недельку добить, и на следующей неделе мы уже деремся. По поводу этой инфекции, я от одного из наших общих знакомых слышал, когда вообще не было еще информации, что у тебя за травма, почему ты слетел. Он сказал такую вещь, что ты тренировался как не в себя, что ты был чуть ли не в лучшей форме в своей жизни, и организм настолько воспротивился этому, что ты что-то подцепил очень неприятное. Очень легко. Да, я и до Таиланда был на пике своей формы, они переносят бой. И самое тяжелое, когда ты готовишься к какому-то турниру, ты уже вышел на пик, и потом по какой-то причине они тебя переносят там, на месяц, на 2 месяца. И ты уже не можешь расслабиться, потому что 2 месяца такой короткий промежуток, чтобы расслабиться и потом обратно входить в форму. И ты стараешься держать форму, и вот, наверное, из-за этого организм и подсел у меня вот, и в плане иммунитета, и какой-то, то ли инфекция это была, какой-то новый штамп ковида был, потому что я помню, в тот момент очень многие заболели в Таиланде, и как-то, наверное, подцепил, и параллельно то, что иммунитет слаб был, как-то организм уже не справился. Но я не понимал, что происходит, и когда уже 4 недели до боя оставалось, пытался как-то сохранить этот бой, там, не знаю, и прокапаться, и восстановиться, и отдых взять, и на массаж там сходить. Я думал, что происходит. Тело не слушалось. Очень долго приходилось разогреваться, там час мне приходилось просто для того, чтобы пот пустить. И вот тогда более-менее тренировка шла, и каждый день все заново начиналось. И вот уже каждый день становилось хуже, я говорю, менеджер, что-то у меня не очень. Он говорит, давай тогда снимаемся. Я говорю, нет, я хочу сохранить бой, потому что и так долго не дрался. И типа, говорит, давай, говорит, еще неделю тебе, ну, если даже на 70% не будешь себя чувствовать, то смысла нет драться против дебютанта в такой плохой форме. Я говорю, давай, следующий спарринг, типа, и решит. Короче, так получилось, что я даже одного раунда с молодым пацаном на спаррингах не выдержал, и, короче, я уже признал себе, что, в принципе, смысла нет с таким состоянием выходить. То есть ты даже уже подхватив этот ковид, не ковид, ты все равно продолжал тренироваться и хотел этот бой? А я не сдавал никаких анализов, потому что, вот, например, даже какую-то травму ты получаешь, идешь, делаешь снимок, и когда эта травма подтверждается, ты уже морально тяжелее, когда ты уже знаешь, что уже точно есть эта травма. Когда просто там думаешь, что просто подтянул, ушиб, и сейчас пройдет. И вот, в принципе, у меня были ощущения, что это просто перетрен, и вот пару дней я должен силы вернуться, что восстановлюсь. Вот потом уже, когда уже я понял, что все вокруг меня пацаны, которые тренируются, тоже болеют, и у них подтвердился диагноз, я думаю, все уже, даже смысла уже нет проверять, потому что я потерял 3 недели из кемпа, у меня остается 2 недели на весогонку, а я вообще не готов. Ты приехал в октябре в ATT обратно. Да. То есть, ты понимал, тебе Али или кто-нибудь из команды что-то говорил, или ты просто решил, что я вернусь, я буду работать? Ну, учитывая, что я очень долго восстанавливался, мне, в принципе, надо было возвращаться к работе, хоть и не было предстоящего поединка. И, с другой стороны, Ислам дрался в Нью-Йорке. Я вот так планировал, что в конце октября прилечу и акклиматизируюсь, и уже получится и Ислама бой посмотреть, и уже в принципе, они уже говорили о том, что октябрь, ноябрь, так мне бой хотели предложить там до Рамадана, это типа как они говорили, и в итоге они после Рамадана мне дали бой.
Ну, в принципе, мне нормально мне устраивает. Там на месяц дольше, как длился, и все. Рамадан закончится 19-го? Да, Это или как- 18 или 19, да. Это как раз четверг, это как раз момент, когда вам нужно гонять вес Да. перед пятницей. Ну, я обычно гоняю на утро перед взвешиванием, так что я, в принципе, и выспаться успею после Рамадана. То есть не будет такого, что нельзя пить, и для тебя это будет проблема? Не-не-не, все нормально. Потому что сейчас мы тоже тренируемся 2 раза в день и пьем столько же жидкости, как и как не в Рамадан. Потому что я просто поменял график. Получается, утром такая легкая тренировка, а и вечером уже делаем основную тренировку. Обычно было наоборот. Сейчас просто поменяли график, и ночью, получается, за ночное время у нас 3 полных приема пищи. В принципе, недоедания, недопивания у нас нет. Так что, в принципе, нормально. Просто днем больше спать, и все. Не все, наверное, наши зрители знают, и я, может быть, не совсем в теме, но если коротко, ты же сейчас вроде как в путешествиях, и какие-то послабления ты в этом плане можешь себе делать, так? Да. Когда есть такое в исламе, когда ты находишься в путешествии, то тебе дозволяется не поститься. Но так как я уже давно нахожусь в Америке, считаю, что я уже у себя дома, я не считаюсь спутником здесь, поэтому мне этих послаблений не даются. Где, кстати, тебе уже, не роднее, но привычнее, во Флориде или в Ингушетии? Делать свою работу легче здесь. И в том плане, что здесь меньше знакомых, родственников. А мы, ингуши, мы все равно привязаны к родне и знаешь, что у тебя там, не знаю, в 5 минутах от тебя есть твой родственник, и ты заскучал, ты знаешь, что у тебя есть возможность поехать к нему, посидеть, отвлечься. Вот. Не поехать тяжело. А здесь, когда ты знаешь, что тебе надо лететь минимум 15 часов, чтобы кого-то увидеть, самого ближайшего, то, в принципе, как-то это легче уже переносится. Возвращаясь на турнир ислама, ты про него упомянул. Когда мы в прошлый раз разговаривали, ты рассказал историю про то, что ты в Майами хотел подойти поздравить Волка, Да. и тебя остановила охрана UFC, не дала это сделать. Как сейчас с охраной обстояли дела? Сейчас, в принципе, мы сидели там на первых рядах на бою ислама, но там была команда из Дагестана, которая, в принципе, охрана на них посмотрела и подумала, недостаточно они нам платят, что мы там впрягались. И пацаны, короче, сделали все, что они хотели. Там моя помощь даже не понадобилась. Передо мной там пролетали туда-сюда, они его раскидывали. Прикольно было наблюдать. И самое интересное, я пацанам говорю, все равно сейчас не получится его как-то вдоволь побить. Смысла нет даже сейчас в себе эти проблемы. И никого не слушал там уже все. Кто не понял... Хорошо, хоть обошлось, да. Это ситуация, когда Дилана Денниса хотели. Когда Чанко начал и компания начали метелить Дилана Денниса. Да. А Мари там, короче, более удачный залет был у них. А Мари вообще там нескольких охранников раскинул. Просто, что за машина? 2-метровых амбалов раскинул, там того таскал за футболку, его вытянул из толпы, прикинь. Хорошо, футболка не порвалась. Страшно не было, что сейчас да не, придет полиция и все? А что было бы? Не знаю, до меня доходили слухи, что ребятам сказали, или мы вас задерживаем, или покидайте арену. Покинули бы арену, что, первый раз, что ли? На телефоне можно посмотреть. Не первый раз? Были моменты, не такие популярные, имеется в виду медийные. Всегда же эмоции бывают, там кто-то за кого-то болеет и может не удержаться. Особенно болельщики это все раздувают, когда кто-то за кого-то болеет, и он не может свои эмоции в себе держать, там может обматерить соперника. Лучше своего матери, если он не работает так, как он хочет. Справедливо. Да. И потом фанаты того бойца могут уже спросить за эти слова. Это потом раздуваются. Слушай, я про охрану спрашивал больше не в плане драки, а в плане твоих коммуникаций с UFC-шниками. Удалось ли, например, с матчмейкерами пообщаться, с Миком, с Шоном, с Хантером? А там уже, в принципе, уже я знал, что я дерусь, что, в принципе, у меня уже цель была, и никакого смысла с ними общаться уже и не было. Да, Хантер все время на связи, так что
Он и был тем, кто настоял на этом бою, чтобы я с местным бойцом в главном бою вечера дрался в Лондоне. И вот, в принципе, я бы предпочел подраться до Рамадана, ну, сам понимаешь, или хотя бы вот спустя какое-то время после Рамадана. Но, в принципе, я считаю, что у меня подготовка одна из лучших за всю мою карьеру, так что Рамадан, если только не на пользу, во вред не пошел. Ну, я слышал такую байку, не знаю, может быть, это правда, что вот реально тебя поставили перед фактом, что Не было, Лондон, да. Рамадан или до свидания. Нет, такой тупняк на самом деле. Они от меня не избавятся, пока я подряд несколько раз не проиграю. Они меня не отпустят, даже когда я хотел. Не было этого. Просто такой шанс, не всегда он дается. Я никогда не был, во-первых, в Лондоне и всегда хотел туда поехать. Вот, это первый пункт. Второй пункт, то, что я наконец хотел подраться в 5-раундовом бою, в главном бою вечера. И, считай, я дерусь со вторым главным претендентом за пояс в бою на главного претендента за пояс. Так что, как мы знаем, UFC может найти замену очень быстро, и упустив этот шанс, возможно, мне пришлось бы драться еще несколько боев, чтобы они позволили мне подраться еще раз вот, за претендентский бой или за пояс чемпиона. И вот еще, что немаловажно, что я и так много простоял, и хотелось наконец-то подраться. Смотри, про Мерфи ты сказал, что второй главный претендент. Пока забудем про Диего Лопеса на минутку. Но тебе не кажется, что люди стали говорить только вот после его эффектного нокаута недавнего, как раз в бою с Пика? Потому что до этого он... Дело не только даже в нокауте, а в том, что он вышел на коротком уведомлении за практически 2 недели. И ему негласно, вот как и мне до этого за 3 боя моих крайних говорили, все, дерешься, выигрываешь. Наверное, они не рассчитывали, что он выиграет на коротком уведомлении вот такого атлета, как Пика, потому что они, как я знаю, они делали акцент. Вот ставку на Пика, даже они за первый его бой дебютный платят еще не так, как обычно. Я имею в виду все предпосылки того, что они как-то хотят раскачать Пика были, и все, он потушил Пика в первом раунде. И после слов, негласного обещания, что будет претендентский бой, чтобы его, наверное, как-то его смотивировать подраться. И он все, что от него требовалось, сделал даже больше. И я думаю, было бы даже справедливо, если бы они ему дали пояс. Я имею в виду, я бы не сильно обиделся, если бы мне пришлось ждать своей очереди за пояс, учитывая то, что я уже слетел с боя, а он этот шанс добыл вместо меня, так что было бы справедливо. Сидней, да? Я про Мерфи. Я имею в виду про бой в Сиднее. Да. На недавнем да, турнире. а не Лопесу. Если честно, самый бессмысленный бой из всех чемпионских за последнее время. Ну, не считая вот Геджи Пимблет. Ну, сейчас, подожди, сейчас он в Белом доме. Да. Друг твой выиграет и на трилогию пойдет с Волконовским. Я думаю, нет. Ему, во-первых, надо будет и выиграть, и, во-вторых, нет смысла вообще драться за пояс после того, как он подрался, там, не знаю, с 9-м номером. Я даже, кстати, не знал, что он в рейтинге. Ну, да. Речь про Стива Гарсию, соперника Диего Лопеса. Как раз мы его обсуждали по дороге. На турнире в Белом доме. Возвращаемся к Лерону. Есть что-то, в чем он лучше тебя? Я думаю, он лучше в том, что он терпеливее в плане того, что он не всегда спешит работать первым номером. Мы, в принципе, это учли. И в 5-раундовом бою я думаю, что я смогу запастись терпением. И, в принципе, цель не дать ему работать вообще. Все будет против тебя? Трибуны? Почему? Да нет, трибуны, я их, если не слышу, что они... Мне же не придется ни с кем драться, кроме Мерфи. Так что... Надеюсь, нет. Да даже если придется. Мы не против. Я к тому, что... мне кажется, даже дома чуть-чуть даже тяжелее, когда ты видишь, все твоя родня на тебя смотрят. Например, я дрался в Ингушетии, не было такого, что вот меня...
конечно, там поддерживает свои, это как-то придает, но с другой стороны и ответственности побольше. Так что я буду рад приехать к нему на глазах у его публики, сделать свою работу и наконец-то добиться титульного шанса. Тебе, кстати, не обидно? Сейчас твоя любимая тема будет про твои досрочки. Нет? Тебе не обидно, что у него, по сути, тоже, по-моему, там с 22 или 23 года одни решения, и только с пика он сделал нокаут, и про него сразу говорят как про зрелищного бойца, а у тебя, да, нет досрочек, но бои интересные, будем откровенными. И тебя считают скучным. UFC — это такая пиар-машина, что вот достаточно одного хорошего боя, хорошего имеется в виду финиша хорошего, чтобы у них было что-то, что можно было бы про тебя сказать, что вот финишер, как говорится, шутка же была, типа, я один раз изменил, это же не считается, что я изменщик. А в UFC, наоборот, ты можешь один раз нокаут сделать, и будет такое, что ты уже нокаутер. Как, например, Сен-Пьер, он не был зрелищным, когда он дрался, он стал зрелищным, когда он завязал карьеру. У него не было финишей. Наверное, сколько у него побед подряд было без финиша вообще. Но люди, которые понимают ММА, понимают, насколько это тяжело выйти на такой уровень против такого же бойца, плюс-минус такого же уровня, как и ты, и когда на кону стоит очень много, и много ответственности, много переживаний, и ты выходишь, дерешься. Просто даже человек, который особо не в спорте, он может на себе это ощутить, просто пробежав, там, не знаю, 3 километра подряд, что, в принципе, не так легко. А когда тебе еще по голове прилетает, и тебе приходится не просто выиграть, а еще кому-то еще что-то доказать, и всегда это тяжело. Ну, для меня, в первую очередь, чтобы кто-то не говорил, там, финиш, это, то, все. Я считаю свои бои достаточно зрелищными, и я показываю в боях то, что я тренировал всю свою жизнь. Вот, например, в недавнем бою Оливейра Макс Холлоуэй. Никто не был в восторге от этого боя, но Оливейра был бы не самым умным человеком, если бы он там просто встал бы, там, не знаю, напротив Макса и начал бы с ним фехтовать с ударов, и в итоге проиграл бы этот бой. А сейчас он выиграл, заработал для своей семьи бабки, в принципе, и заработал очередную победу в свой список, закрыл поражение того же Макса. Завтра забудут про этот бой и начнут раскачивать другой бой. Главное сегодня сделать так, как будет лучше для тебя. Так, конечно, в зале мы и в ударке готовимся, и нокаутирующую мощь готовим. Ну, в бой ты выходишь, ты уже подстраиваешься под атмосферу именно этого боя, а не те твои заготовки, которые ты делал, и ты их делаешь, несмотря на то, что там твой соперник диктует другие условия. Тебе приходится и под ритм соперника подстраиваться, и как-то свое стараться навязать. И в итоге не проиграть этот бой. Вот самая главная задача. Ну, кстати, еще недавний пример — это Мираб, у которого тоже за последнее долгое время только в реванше с Омелью была досрочка. Да. Но тем более тем не менее, его очень сильно любят. Ну, Да. Он, помимо боев, помимо того, что он еще очень активный, еще вот в медиапространстве вот умеет себя как-то продвигать, что не знаю, вот, мне очень тяжело дается. Я даже не пробую, если честно. Но людям, как мы поняли, людям не просто бои, не просто насколько ты сильно атлет интересно. Они интересны, например, Арман, там, например, очень сильно залетает. Сейчас его тема с едой. Да. Да, всем понятно, что он не кушает такие большие порции, но и тем не менее люди на это клюют. И всем прикольно, там миллионы просмотров. Там, никому не интересно, что ты на протяжении там, 20 лет своей жизни бьешь грушу подряд, там, не знаю, с кем-то возишься в борьбе. Им хочется другую сторону тебя узнать. И в моем случае я не сильно стараюсь показывать эту другую сторону. Раз ты Армана упомянул, у него сейчас... Он в твоем графике примерно дерется? Бой в год?
Да, А в остальное время, помимо еды, он участвует сейчас в разных турнирах по грэпплингу, по рестлингу. Тебе такая тема интересна была бы? да, мне предлагали с Фигурейдо подраться, но и потом они еще Боб Бассет, может, ну вот фанаты борьбы очень хорошо знают, он такой феномен в борьбе, местная легенда у них, молодой пацан, очень хороший. Но почему-то мне пока предложили, учитывая то, что я еще готовился к своему бою, мне предложили подраться на маленький вес, ну, практически в той весовой категории, в которой я выступаю. А для этого мне надо скидывать порядка 10 килограмм. И было бы нецелесообразно гонять 10 килограмм, и потом еще где-то через, грубо говоря, месяц-полтора еще раз гонять вес уже к своему бою. Для меня мой бой важнее, чем какие-то борцовские турниры. А так для себя, да, я тоже рассматриваю, и мне интересно. Мне 2 раза предложили, я согласился, но я согласился на промежуточный вес, но Фигурейдо не подписался подраться со мной на промежуточный. Ну, понятно, он поменьше меня комплекции. И Бассет тоже торговался. Там он сначала 148 паундов предложил, я сказал 150 давай. Он потом сказал 145, я сказал отбой. Ладно, возвращаемся к твоему бою в ММА. Сейчас, может, опять же, глупость скажу, но просто успокой меня. Смотри, ситуация вот для меня выглядит так, что, опять же, давление по поводу того, что UFC, особенно с новым контрактом, они требуют ярких побед. Сейчас есть уже прецеденты, когда людей увольняют или не продлевают контракты, например, как с Ренатом было, который просто в немилость к матчмейкерам попал. И есть мнение у меня, скажем так, что теория, что ты можешь настолько загореться этим финишем, пойти за ним и немножко перегореть на этой почве. Как я и сказал, для меня в первую очередь победа. Не просто же так, я 19 раз подряд выиграл, и из таких тяжелых ситуаций еще выходил. И, в принципе, держал свои эмоции под контролем, и не был чересчур эмоциональным в боях до этого. Это как-то меня все-таки подвело к тому, что я дошел до этих дней. Да, на все воля Всевышнего, то, что я все-таки все время выигрываю только до этого момента. Но не будет такого, что я возьму на себя такой-то какой-то невообразимый риск, попытаюсь кого-то обрадовать, и в итоге сделаю так, что будет хуже только для меня. Нет, я сделаю свою работу на отлично, то, к чему мы готовились очень долго. И учитывая, что у нас уже в запасе еще 2 раунда, я думаю, просто будет больше шансов найти эту досрочку. Когда мы год назад разговаривали с тобой, ты сказал такую фразу: мне даже интересно, как я себя поведу, если я проиграю. Ну да. Думал о поражении в контексте боя с Мерфи? А хочешь, не хочешь. Мне даже кажется, это, с одной стороны, очень хорошо, когда ты уже пережил поражение, когда ты готовишься, имеется в виду, вот в голове прокрутил сцену, где ты проиграл, почему ты проиграл, что ты сделал в бою неправильно, чтобы проиграть. И чтобы ты понимал, у меня, наверное, минимум было 100 моментов, где я по-разному проигрываю у меня в голове, и как-то меня это морально уже делает более матерым. Я выхожу, я уже не думаю о поражении, потому что, ну вот проиграю я, что жить перестать, что ли, после этого. И лучше бойцы, чем я, проигрывали. Вот когда вот этот груз на тебя давит, в принципе, ты уже ближе к тому, что проиграть. Меня это не давит, я уже это пережил достаточно много раз во время подготовки, так что я просто выхожу туда, чтобы подраться, выплеснуть вот эту всю энергию, которую накопил за время подготовки, показать, какую форму я смог набрать, и что предыдущие мои бои это не был моим пределом. Для меня вот чем даже победа важнее вот именно показать правильный бой, хороший бой. Ты буквально через 1-2 дня после этого интервью вылетаешь в Лондон, Да. У тебя там будет 10 дней. Это нормальный срок для акклиматизации? Да, я думаю, даже 10 дней надо, не понадобится, там недели будет достаточно. Самое главное восстановить график сна, там 5 или 4 часа разница сейчас, Да. Тем более у нас в Майами перевели час уже. Да. Все, и я думаю, я перестроюсь, в принципе, я даже в Вегас там за 4-5 дней летаю, а там еще
и воздух другой, и все жалуются там на акклиматизацию. У меня никогда не было проблем с акклиматизацией, даже когда я в горах дрался. Так что для меня это никогда не было проблемой. Просто перестраховался, взял пару дней больше, потому что до этого не было в Лондоне. Как-то обустроить свой финальный этап подготовки и весогонку, вот чуть 2 дня запас. Ну, то есть не думал даже в Европу, например, полететь? Потому что Рома Долидзе, насколько я знаю, уже неделю как в Варшаве тренируется, готовится к своему бою. Не, мне комфортно в American Top Team. У меня вся команда тут, и я хочу вот просто добить всю свою основную тренировку здесь. И уже вот, когда уже буду на спаде, на весогонке, уже буду в отеле. Кстати, про American Top Team, автоп небольшой, вот просто интересно, как там Пантожа? Он зажил уже? Пантожа? Если ты его Да, видел. он вроде сегодня боролся утром, работает. Он ждет просто свой шанс подраться опять за титул. Тем более у них в весовой категории, они там, не знаю, каждый день меняются претенденты. Это факт. Да, а у них там не так интересно, как у нас в дивизионах. Так что я думаю, скоро они ему дадут шанс, тем более он сколько держал этот пояс. И проиграл он, в принципе, при таких обстоятельствах, что была недосказанность. Теперь к поясу в вашем дивизионе. Турнир в Сиднее. Долгожданный реванш Волконовского и Лопеса. Да. Я на медиа-дне. Кроме Лопеса, его никто и не ждал, мне кажется. Ну да, Лопес же сказал, что если кому-то не нравится, идите плакать. Правильно? Не, он свою работу правильно делает, все, ему шанс дали, он был бы очень глуп, если бы не подрался бы за пояс, когда ему дают шанс за пояс, да. И проигрывать в бою за пояс приятнее, чем в каком-то, не знаю, менее освещенном бою. Кстати, не знаешь, он же в 2018 году в Грозном дрался. Да, его, по-моему, там вырубили. Да. Не пересекались вы тогда? Не, я его даже не знал. Вот первый раз я его увидел, когда он ко мне на турнир приехал. Как тебе его прическа, кстати? Потому что я не видел твоего мнения, по-моему. Главное, ему нравится. Так вот, перед этим турниром я спрашивал у обоих ребят про тебя, естественно, и оба они не то что допускали, они в открытую говорили, что Волконовский говорил, мне для наследия нужно забрать нолик у Мовсера, Лопес говорит, мне нужно обязательно перекрыть это поражение от него. Потому что вроде как, не то что не дает покоя, но оно ему неприятно. И неприятны постоянные вопросы про тебя. Тебе приятно, что вот оба человека, которые вот два последних титульника разыгрывали между собой, постоянно называют твою фамилию? Если бы это какой-то успех имел бы в итоге, то, наверное, я бы как-то был бы рад этому. Но, с другой стороны, когда ты в лоб спрашиваешь здорового мужика, хотел бы ты подраться с Моусером, зная, что у всех на уме мое имя, что, в принципе, я являюсь претендентом за этот пояс, и когда тебе говорят, не, я не хочу с Моусером драться, и ты скажешь, а что ты? Вот у нас как привыкли, да, в детстве, боишься, что ли? Нет, конечно, понятно, что они скажут, что я хочу с ним драться, да, он без поражения, он сильный, и, конечно, с ним мне интересно. Но всем интересно драться в бою более удобном для себя, и я не считаю, что я ни для кого из них удобен. С другой стороны, Лопес, когда он говорит, что я хочу закрыть поражение, но когда тебе давали 3 недели, когда у меня снялся этот Стерлинг, и ты сказал, что тебе недостаточно времени, я его не виню, но говорить, что ты захочешь закрыть поражение, а до этого, там, ты, не знаю, за час можешь выйти с кем-то другим подраться, но когда со мной, тем более после поражения ты не соглашаешься на бой, имеет ту репутацию, которую он имеет. Я ничего не говорю, я бы, например, в каких-то боях, учитывая свою форму, учитывая свое состояние, подумал бы несколько раз, прежде чем согласиться на бой за день, за 2 недели, за 3 недели. Хотя у меня и были бои и за 10 дней, и с Ленцем я дрался, и с Лопесом у меня, в принципе, бой был за 11 дней. Я тоже за 11 дней до этого боя не знал, что этот бой есть. Так что он не согласился, так что я думаю, не верю, мягко говоря, что они бы хотели со мной драться.
при том, что это типа только их инициатива. Но, с другой стороны, UFC захотят, чтобы я с ними не дрался, и они подерутся, потому что никто никуда не денется, когда UFC захочет. Еще есть два претендента на пояс, которые объявились внезапно. Один Жан Силва. Ты понимаешь вообще, куда он лезет? Как я и сказал, все хотят, как говорится, из грязи в князи. И любой боец, который так или иначе находится в ростере, тем более в топах, он мечтает о поясе и не воспользоваться шансом не сказать про пояс. Я был 10-м номером, там, я был 14-м номером. После каждой победы я там тоже делал вид, что и говорил, что мне нужен только пояс. И, наверное, тогда тех чемпионов, которые тогда были, у них тоже спрашиваю, или у главных претендентов, а что туда Моусер лезет, тоже там, молодой пацан идет, там на серии есть там нескольких побед. Что ты о нем думаешь? Я думаю, такая же ситуация. То, что он лезет, понятно. То, что я не против защищать свой пояс против кого угодно, после того, как я его заберу наконец. Тоже, тем более при последних моментах в UFC, когда за пояс может подраться кто угодно, я уже не зарекаюсь, как говорится. Видел его перформансы с поясом? Да. Как тебе? Я угорнул, мягко говоря. Ну, я не знал, что... Я вообще думал, что он по жизни такой. Ну, бойцы некоторые много пропускают, там бывают контужены. Ну, недавно я встретил его одноклубника, который с ним в зале долго тренируется. В принципе, он очень хорошо о нем отзывается, ну, о его персональных качествах как человека. Вот, не говоря уже о боях, там, о том, что происходит, когда его снимают. Но он упомянул вещь, когда как только на него направляется камера, он как будто альтер-эго его включается, и он уже играет другого человека. Возможно, как-то он пытается заработать деньги, как-то заработать популярность. Я никого не виню, и, в принципе, я все могу понять, но другое дело, подходит это мне или нет, это уже только мои проблемы. Претендент номер 2 – это Арман, про которого мы уже с тобой поговорили. Он заикнулся, что раз вы мне не даете в 155, я спускаюсь в 145. Тоже хороший бой. Но мне кажется, все равно придется подождать ему очереди своей. И потом уже будем смотреть, как он сделает и вес. В принципе, Арман достаточно популярный боец, чтобы было бы интересно с ним подраться. Никакого неуважения к этой персоне у меня нет. Мы с ним хорошо общаемся, вместе тренируемся. Но, как говорится, спорт, в принципе, в Дагестане здесь одноклубники друг с другом дерутся. Так что, если придется подраться, кто я такой, чтобы отказываться от боя? Но ты веришь, что он спустится? Я думаю, что он может спуститься физически, вот, если мы гипотетически, как говорится. Но, с другой стороны, не факт, что он будет эффективным в этой весовой категории, потому что ему придется очень большой вес согнать и правильно восстановиться. Ну, если он верит, что он может сделать, и если он думает, что будет какая-то польза от этого, флаг в руки. И его, и тебя матчмейкеры UFC не сильно любят в последние годы? Да, кому их любовь нужна? Так вот, как ты думаешь, что случится раньше? Твой титульник в 45 или его в 155? Ну, я не знаю, слухи ходят, что какой-то хороший бой какой-то ему готовят. С другой стороны, он не сильно скучает по боям, вот, учитывая, что у него, в принципе, график тоже загруженный. Хотелось бы верить, что, ну, учитывая то, что у меня уже и претендентский бой на носу, считай, вот мне 10 осталось, и, в принципе, остается вот последний шаг, подраться за пояс. Хотелось бы верить, что мой будет быстрее, тем более Алекс тоже не очень долго собирается ждать.
учитывая возраст. Смотри, вот по поводу того, что Алекс не собирается ждать, UFC 328, 9 мая, Ньюарк. Тебе говорят после победы. Март, апрель, май, нормально. То есть выскочил бы. Да, потому что я после боя не собираюсь домой, я хочу остаться здесь, буду готовиться дальше и ждать бой за титул. Тем более, я думаю, уже Волк отошел от своего последнего боя и, в принципе, уже может готовиться к следующему поединку. И, в принципе, Месяц мне, прошел, да? да, мне тоже подходит. Теперь Но немножко... я не думаю, а Ньюарк это же Нью-Йорк, да? Типа, да. Нью-Джерси, ну да, по Да. сути. Я там дрался с Лопесом, по-моему, в Нью-Джерси. Да-да-да, Ага. тоже арена. 320. Кто там главный бой вечера или еще не утвердили? Так вот, главного боя еще пока нет. Ага. И, Мне кажется, вот какие-то слухи были про то, что там Чимаев будет драться. ну вот, вроде как Чимаев, но с кем там непонятно, или со Стрикландом, или Скорее с всего, с Имамовым. Я думаю, Стрикланд тоже. Да, потому что- ну, это просто мои догадки, они не... Не, понятно, я тоже Да, говорю, тем более у них исходя из сейчас, логично. да, трэш-ток сейчас полным ходом идет. Да. Сейчас немножечко не про бои. Ты завел телеграм-канал, и, не знаю, я нахожу его довольно интересным. Тот Мовсар Евлоев, который в телеграм-канале, и тот Мовсар Евлоев, который в реальной жизни, это один и тот же человек? Я, учитывая то, что я от своего лица записываю эти видео, да, в принципе, я иногда делюсь там своими мыслями, вот начинаю заставлять себя вот, иногда общаться с людьми. Очень редко последние 2 недели туда заходил, конечно, потому что график очень был загруженный, и из-за того, что мы ночь на день поменяли, днем сплю, ночью или кушаю, или тренируюсь, так что у меня даже элементарно с родными поговорить времени не бывает. Не говоря о том, чтобы там как телеграм-канал вести. Но иногда для меня доходят там какие-то сообщения в телеграме или комментарии моих там подписчиков, когда они чем-то интересуются, я пытаюсь чем-то делиться, да, своим мнением, там, как готовиться, что кушать. Я нахожу это интересно, но мне просто нужно больше свободного времени, чтобы вот усердно заняться этим. Но такое ощущение, вот читая канал, что ты сам кайфуешь от того, что ты его ведешь. Да. Ну, я понимаю, что есть необходимость в том, чтобы как-то общаться с людьми. И последнее, когда ты будешь драться в Лондоне, по московскому времени будет 3 часа разница. ближе к 2 часам ночи. Да. Почему людям в субботу нужно не спать до такого времени? Почему им нужно включить телевизор? Я думаю, они уже сами знают почему. 2 главных претендента за пояс, оба без поражений. И всегда приятно наблюдать именно за такими боями. И в России меня хорошо поддерживают, так что для меня не будет удивлением, если люди не будут спать в это время, чтобы просто посмотреть мой бой. Так что, а в свою очередь, я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы бой не был как у Оливера и Макса Холлоуэя. Да, и подготовка была на высшем уровне. Пусть все так и будет, и надеюсь, Да. после боя будет повод с тобой еще раз поговорить, Да, хоть ты это не сильно любишь. Я думаю, можно будет как-то это устроить. Спасибо большое. Спасибо за время. Да. Увидимся в Лондоне.